течение многих лет я был не человеком, а призраком. Я слышал и видел все, но все происходило так, как будто меня не существовало, так рассказывал о себе человек, который находился в коме 12 лет. Для многих все, что случилось с этим человеком, может показаться неправдоподобным, но это действительно было. Мартин Писториус появился на свет в 1975 году в Южной Африке. Достигнув 12 лет, он неожиданно заболел неизвестной болезнью. Как-то раз, вернувшись с занятий в школе, он почувствовал недомогание. С каждым днем силы его оставляли, пока совсем не иссякли. Затем наступило коматозное состояние. Врачи предположили, что он заболел криптококковым менингитом, туберкулезом головного мозга и лечили его от заболевания. Но усилия были напрасны. Врачи сообщили родителям, что даже если ребенок выйдет из комы, то останется слабоумным. Поэтому предложили забрать Мартина домой, чтобы он там умер. Но мальчик жил. Больше 10 лет Мартин лежал дома. Все считали, что у него нет связи с внешним миром. Но Мартин рассказывал, что уже через 2 года сознание к нему вернулось. Внешне я ничего не воспринимал. Был в коме, и врачи не могли поставить диагноз. Лечение не приносило никаких результатов. Никто не смог бы меня спасти, так вспоминал Мартин то время. Неожиданно, после того, как мальчику исполнилось 17 лет, сознание восстановилось полностью, и перед ним открылась вся жестокая реальность. Его посещали унылые мысли, которые убивали последнюю надежду. Ты словно призрак, который наблюдает за жизнью со стороны. Ты в ней есть, но об этом никто не знает, вспоминал Мартин. Один раз его мама в отчаянии вслух сказала, что лучше бы он умер. Он все слышал и прекрасно понимал состояние своей матери. Ей казалось, что она плохая мать и не может ни с чем справиться. Единственный человек в семье, кто не терял надежду, был его отец. Ежедневно он кормил Мартина, массажировал тело, одевал. Несмотря на то, что отец был грузным человеком, имел огромную бороду, как у Деда Мороза, его руки всегда оставались нежными. Мартин внутренне кричал ему, стараясь привлечь к себе внимание. Но все было тщетно. Единственным проявлением жизни было небольшое подергивание локтевой мышцы. Но Мартин знал, что этого никто не видит. Когда ярость наполняла мальчика, у него появлялось прерывистое дыхание. Тогда отец спрашивал, все ли в порядке с тобой, малыш. Но я только смотрел и молился, вспоминает Мартин. По словам Писториуса, он постоянно тренировал свой мозг, решал математические задачи и примеры. Однажды медсестра заметила в глазах больного проблеск жизни. Болезнь стала отступать. Сегодня Мартин общается с другими людьми при помощи компьютера, который озвучивает текст, который он набирает. Он окончил школу, получил профессию веб-дизайнера и работает по специальности. В 2011 году им была написана книга «Дайвинг. Колокол и бабочка». В его жизнь пришла любовь. Он встретил Джону, создал с ней семью. Они счастливы вместе. Мартин ни на что не жалуется. Он доволен своей жизнью. Нужно уметь ценить то, что вы имеете на сегодняшний день. Жизнь может измениться в любой момент, говорит Мартин. Такие люди всегда были примером для остальных. Ведь не каждый способен пройти такие испытания и не сломаться.